Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие интересные события сегодня произошли, куда они приведут и какие движения ожидаются сегодня на вечерней сессии на Форксе, ну и в Америке. Так, но сегодня вышли очень хорошие данные опять по рынку труда США, количество открытых вакансий, все растет как на дрожжах. Так, но сегодня вроде как на заявление министра обороны Российской Федерации о приведении в боевую готовность войск рубль начал проседать к евро и доллару. Ну, здесь вполне как бы очевидное раскрытие геополитического риска. Я все-таки очень надеюсь, что в Донбассе не будет никакой войны, никакой дестабилизации, что всемирный разум ее предотвратит и накажет всех зачинщиков этого безобразия со всех сторон. Проблема заключается в том, что очень много интересантов со всех сторон, в том, чтобы там что-то нехорошее произошло. Но я надеюсь, все-таки мы пройдем мимо этого испытания, ничего там не произойдет. Так, ну опять же, касательно курса рубля. Вот экономисты Альфа-банка дали прогноз по курсу рубля, что они особо не ждут никаких существенных движений, то есть диапазон 66-80, ну казалось бы 80, да, но что тут до 80 уже совсем немножко осталось. На самом деле, я думаю, будет очень существенная борьба за 77.35. Вот если этот уровень пойдет, то тогда уже может быть не только 80, но и 86 и даже 90. Так, ну вот здесь очень интересный такой момент в статье на РБК. Промышленная модель оценки стоимости рубля 80 рублей, по монетарной 70 рублей. Но надо четко понимать, что это всего лишь некие модели, некие, скажем так, измышления, которые они, скорее всего, будут видоизменяться и нарушаться в течение срока прохождения процесса. Так, ну вот еще такой интересный момент. ВВП России вернется к докризисному уровню в конце 2021 года. Прогноз ЦБ, я бы отнесся к нему скептически, если бы не человек, который от лица ЦБ давал этот прогноз. Ну, что я могу сказать? Конечно, возможно, такое возвращение произойдет в 2021 году, но здесь надо четко понимать, что на самом деле идет просадка, стагнация с 2012 года. Вот, и поэтому даже если такое возвращение произойдет, оно несущественно улучшит ситуацию внутри страны экономическую, с моей точки зрения. Так, ну что здесь еще? Китайские банки сказали нет российскому свифту. Но этого следовало ожидать, потому что никто под этим не будет подписываться. Китайские банки работают с западными банками, с американскими, и им никакое подобие американского западного свифта не нужен. Зачем лишние проблемы? Кроме того, то, что касается каких-то финансовых технологий, внедрений международных, это всегда прерогатива к тому, кто сильный и кто несет какую-то идеологию. Поэтому отказ, он, ну, с моей точки зрения, был вполне прогнозируем. Так, друзья, ну далее, то, что касается Западного фронта. Здесь, ну, в общем-то, вполне закономерно развивается ситуация с Credit Suisse. Я думаю, там много чего не договаривают по поводу тех убытков, которые возникли в связи с недавним банкротством хедж-фонда. Эта история, я так предполагаю, будет разматываться, и в какой-то момент окажется, что убыток на самом деле он значительно больше, и не только у Credit Suisse, что там задействована вся цепочка в банках, и, возможно, вот все эти события, которые произошли с банкротством фонда, они приведут к тому, что это послужит отправной точкой к тому, чтобы, ну, если не наступил обвал, то, по крайней мере, произошла бы какая-то достаточно ощутимая встряска на рынках. Опять же, я не могу здесь однозначно утверждать, что это послужит какой-то такой жесткой очень начальной точкой, но вроде бы события произошли, хедж-фонд лопнул, а бесконечные пересуды относительно перемещения в руководстве Credit Suisse, кто что делал, кто что согласовывал, кто что не досмотрел и так далее. То есть такие ситуации, когда возникает эффект муравейника, они говорят о том, что там внутри что-то такое находится, что всем еще не показали. Так, ну а тем временем в Соединенных Штатах еще больше и больше ускоряется массовая вакцинация.
С 19 апреля вакцины будут доступны всем желающим взрослым. До этого сейчас, насколько мне говорили друзья, коллеги, кто там живет, что там идет поэтапная вакцинация. То есть есть определенные группы населения, которые в первую очередь, потом следующие и так далее. И вот с 19 апреля каждый желающий может прийти и поставить себе прививку. Ну и Соединенные Штаты, конечно, в плане избавления от коронавируса уходят в отрыв. То есть получается, Китай и Соединенные Штаты — это две страны, которые они с этой проблемой справятся быстрее других. И у них преимущество. Так, ну вот Bloomberg тоже обращает внимание на перемещение российских войск. Ну а тем временем в мировой экономике возникает новая проблема. Это поставка комплектующих чипов. И в ближайшее время предполагается значительный рост жидкокристаллических дисплеев. Соответственно, это повлияет не только на компьютеры и ноутбуки, но и на автопром и, в общем-то, на другие промышленные направления, которые тоже сейчас требуют и чипы, и мониторы, и все, что связано с электроникой. Так, друзья, давайте перейдем к графикам, что тут у нас сегодня происходило. Давайте подведем итог. Американский рынок, но он улетает в космос. Тут как бы даже не о чем говорить. Постоянно выходят позитивные данные и по рынку труда, и то, что касается вакцинирования. И, конечно, они на текущий момент несомненный лидер и в финансовых рынках, и в экономике. Но я думаю, ситуация в ближайшее время может скорректироваться. Так, друзья, далее DXY. Но здесь все достаточно позитивно развивается. То есть он пробил 92,5. Если он закрепляется ниже этого значения, то у нас, в общем-то, для рынков открываются новые врата. Потому что в этой ситуации он весьма вероятно сходит на 91,8. И, соответственно, пробой в дальнейшем 91,5, в общем-то, может сломить эту разворотную формацию и создать все условия для роста евро против доллара и, соответственно, риск он. Пока непонятно, как этот барьер будет преодолен, но тем не менее здесь перелом вот этой тенденции он наметился. Единственное, что напрягает, то, что не дошли до 94. Вот если бы дошли, тогда уже можно сказать, что определенный план выполнен, и после этого можно либо развернуться, либо хорошенько откатиться вниз. Так, далее VIX. Ну смотрите, по VIX ситуация, она просто замечательная, потому что он здесь в боковике находится. Ниже его не пускают, выше пока тоже не пускают, видимо, жгут какой-то хедж-фонд. Так, но сейчас очень интересный момент возник на рынке опционов. Розничные инвесторы меняют ставку, они выходят из позиции, соответственно, здесь возникает резонный вопрос. Это приведет к тому, что будет накопление и рост волатильности, или все-таки действительно мир переходит в новую фазу космического роста, когда уже S&P будет не 400, а 5 и 6 тысяч. У меня сейчас нет ответа на этот вопрос, но я думаю, вероятно, где-то к середине мая ситуация прояснится. Так, друзья, далее давайте биткоин взглянем. Был вопрос по нему. Смотрите, здесь у нас на текущий момент по биткоину боковик, 57 нижняя граница. Здесь сейчас весьма вероятно формируется разворот. Цель этого разворота будет движение на 60 100. Разворот не произойдет, если задерг по биткоину произойдет вниз и будет пробито 56 450. Если вот здесь пробой все-таки происходит, то по биткоину весьма вероятно цель движения составит 53 500 и возможно будет опять тестирование 52. Пока не похоже, что здесь будет пробитие. Я думаю, более вероятно либо от текущего значения, либо чуточку пониже от нижней границы консолидации 56 800 произойдет коррекционный отскок. Цель его движения на 60 100. Так, друзья, далее нефть Brent, часовой таймфрейм. Но здесь у нас все нормально, идет рост. Опять же 62,5 волшебный уровень, который нефть будет удерживать. Вполне как бы естественные проливы, потому что рост без проливов невозможен, иначе будет нечего выкупать. Здесь 62,5 пока существенно не пробито. Вот это вот рост, восходящее движение на 65.17, оно в ближайшее время продолжится.
Что касается сегодняшнего вечера, то здесь у нас есть уровень 63. Сейчас попытка идет разворота. И, соответственно, если 63 мы сегодня не пробьем, то у нас отсюда будет инициация движения сегодня. Но 64.57 не дойдем, но, наверное, 64.15 вот сюда вот эту цель сегодня можем отработать. Так, друзья, далее золото. Но смотрите, здесь 1725 уровень удержан. Несмотря на то, что с утра здесь вообще, будь здоров, как его выпустили. Сейчас на текущий момент у нас получается опять же уровень 1725. Но здесь, я думаю, весьма вероятно произойдет сейчас коррекционный откат целью 1737. Если не будет сегодня пробой 1732, 1731, то либо от этих значений продолжится рост на 1752, 1754, либо будет коротенький задерг вот сюда и потом уход наверх дальше. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Но здесь смотрите, заявление о приведении войск в боевую готовность свою роль, конечно, сыграло. Но опять же сказать, что тут мы прям вообще упали в пол, но пока такого нету. Пришли на уровень, который давно проторгован, 140, 139, 500. Соответственно, если его пробоя нет, здесь будет набор позиций и отскок на 145 тысяч вот сюда вот. Но сегодня, конечно, такого не будет. Это прогноз на завтра утро. Сейчас, я думаю, будет консолидироваться в районе 140 тысяч. Ну, сегодня, я думаю, до конца дня мы вот и проболтаемся в диапазоне 140 тысяч, 141 300. Вот здесь вот в этом диапазоне. Драйверов для роста пока нету. Но если только нефть не улетит, хорошо не развернется, тогда, возможно, сегодня куда-то вот сюда на 142 300 его подтянут. Пока, я думаю, вот мы после такого движения, как это самое, хит рекавери должен сработать, он должен прийти в себя, набрать позицию, и завтра с утра, если опять войска в боевую готовность не приведут, то, я думаю, отскок этот он неизбежен. Вот. Но помним, что 140, 139 500, вот этот уровень, если пробивается, то сыпанется он очень мощно. Так, друзья, евро-доллар. Ну, здесь вот 18.52, 18.54 уровень сегодня отработали. Здесь, судя по динамике того, как развивается процесс, весьма вероятно произошел разворот. Вот. Но разворот на развороте, до этого был разворот в индексе доллара, сейчас разворот в евро. Там индекс доллар начал расти ранее, теперь, соответственно, евро его подмяло. И на текущий момент, я думаю, очень важно, чтобы не произошло пробитие уровня 1,18. Вот эти все движения сейчас, если коррекционный откат развивается, если 1,18 не пробиваем, будут быстро выкупать и гнать его. Цель у него находится 1,1927, 1,1943. Вот здесь в этом диапазоне. Если 1,18 пробьем, тогда, скорее всего, будет быстро пробитый сильный уровень и пойдет движение на 1,1760. Вот. Пока здесь все факторы указывают на то, что идет движение наверх. Так, друзья, далее рубль-доллар USD Tomorrow. Ну да, сегодня мы с опережающими темпами пошли наверх по доллару. Но смотрите, здесь на самом деле такого особо ужаса нету. Вот эта линия, если она будет пробита и на объеме, тогда будет ужас. Пока она не пробита, здесь это возюканье, оно может очень долго продолжаться. Тем более при таких ценах на нефть. Здесь, я думаю, без выхода каких-то хардкорных новостей, там типа танки перешли в атаку, ну, высока вероятность того, что мы здесь поторгуемся. И завтра, если геополитика не будет особо муссироваться, мы даже можем коррекционный откат сделать на 76-75, вот куда-то сюда. Что касается сегодняшнего вечера, здесь, видите, уже как бы движение выдохлось. Все как бы порубились и надо немножко передохнуть. Так, но если переходить на часовик, здесь у нас идет поджатие к уровню 77.35. В том случае, если здесь все-таки возникает пробой и закрепление, отсюда мы можем лететь куда угодно. Я думаю, все-таки вероятность пробоя, она не очень высока. Что может способствовать пробою и улету рубля, доллара точнее, это либо
переход к открытым боевым действиям, либо введение каких-то жесточайших санкций. Я думаю, жесточайших санкций не будет, но вот насчет боевых действий у меня что-то как-то немножко мне не по себе, когда я об этом думаю, и я понимаю, что очень много заинтересованных сторон по разные стороны конфликта. И вот я все-таки надеюсь, что здесь пронесет, ничего там не будет, и эта ситуация, она рассосется. И после этого мы увидим рост нашего рынка и движение рубль-доллар на 76,2. Так, ну а сейчас на текущий вечер, я думаю, движение вот в этой консолидации 77.36, 76,9. Вот здесь, я думаю, он походит. Даже, возможно, сейчас пойдет движение, цель его будет потестить 76,9. Вот сюда вот это значение. Ну, как бы рост, я считаю, здесь выдохся. Вот. И новости, они обладают таким свойством, что они действуют в моменте. Вот здесь было накопление, вышла новость, соответственно, разгрузили позицию, ударились в сильнейший уровень для рубль-доллар. И теперь по закону жанра надо либо откатиться куда-то сюда, значит тогда движение это иссякло, либо консолидироваться в этом диапазоне перед повторным штурмом. Так, друзья, ну вот по Тесле меня засыпали вопросами, даже не по доллару-рубль, а именно по Тесле. Но смотрите, здесь ситуация следующая. Вот сейчас идет проторговка в районе 690. Здесь пока не пробито это значение, то, соответственно, чем дольше эта проторговка продолжается, тем больше вероятности того, что отсюда разовьется движение на 790. Друзья, ну в общем-то все основные моменты, о чем я хотел сказать, на что обратить внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Успешных торгов, счастливо!